Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео по многочисленным просьбам я показываю, как я выпекаю американский бисквит на горячем молоке именно в прямоугольной форме. Очень много вопросов мне задается в комментариях по этому бисквиту. Очень многие боятся вообще его выпекать, за него браться из-за горячего молока, вводимого в смесь с маслом. Но еще раз хочу вам показать и рассказать, что бояться этого не нужно. Получаются идеально ровные коржи, необыкновенно ароматные, сочные и вкусные. Видео о круглом бисквите американском есть на моем канале, но сегодня показываю именно, что и прямоугольный бисквит получается ровным и хорошим. Итак, здесь я уже застелила форму раздвижную. Она у меня без дна, эта форма. Застелила ее фольгой 33 на 26 сантиметров. Мне нужен был бисквит. С ним впоследствии я буду собирать торт-книга. Здесь у меня 12 белков. Я разделила белки на желтки. И сейчас буду взбивать белки. Добавляю туда щепотку соли и 2 пакетика ванильного сахара. Всего здесь у меня 600 грамм сахара. Пятую часть примерно сахара я добавляю в белки. И буду сейчас взбивать белки с сахаром примерно 5 минут. Вот такая глянцевая меренга в итоге у меня получилась. Слегка подрагивающие пики, это нормально. Но если вы перевернете эту миску, где взбивали белки, они не должны двигаться оттуда. 460 мл молока. Я добавляю туда 210 грамм сливочного масла, 82% у меня масла. И отправляю сейчас нагреваться на плиту всю эту смесь до очень горячего состояния, практически до кипения. 12 желтков. Желтки заранее ни в коем случае не засыпаем сахаром. Туда я добавляю сейчас постепенно весь оставшийся сахар. И взбиваю желтки также примерно минут 5. Очень важно хорошо взбивать желтки. Очень многие этот момент пропускают, но взбивание желтков не менее важно, чем взбивание белков для бисквита. Молочная масса у меня нагрелась практически до кипения. Я сняла ее с огня и отставила просто в сторону. И я до конца сейчас взбиваю желтки до пышности. Вот такая масса в итоге у меня получилась. И теперь я уже буду вводить взбитые белки в желтковую массу. И аккуратно лопаткой перемешиваю все это складывающимися движениями снизу вверх. Все белки я уже ввела в желтковую массу. И теперь просеиваю туда 675 грамм муки и 18 грамм разрыхлителя. Просеивать я буду в несколько приемов. Очень аккуратно перемешиваю также складывающимися движениями лопаткой. И чередую, ввожу сначала сухую смесь, часть сухой смеси и часть горячего молока. Бояться этого не нужно, тесто не осядет, так как у нас тесто с разрыхлителем. Вот этот момент, он очень многих пугает, введение именно горячего молока с маслом. Если вы аккуратно будете все перемешивать, все это у вас получится. И чередовать именно с сухой смесью. В итоге вот такое тесто у меня получилось. Так как тесто теплое, разрыхлитель быстро начинает действовать. Поэтому духовку я уже заранее разогрела на 175 градусов Цельсия. Режим у меня вверх-вниз будет. Без конвекции я буду выпекать примерно 35-40 минут. Все это зависит от вашей духовки. На среднем уровне я выпекаю. Когда мы выпекаем любой бисквит, дверцу духовки мы ни в коем случае не открываем. Убираю выпекаться. Бока формы я тоже ничем не смазываю. Бисквит у меня выпекся. Прошло у меня примерно 40 минут.
Я проверяю его готовность деревянной шпажкой. Она оттуда выходит совершенно сухая и чистая. Бисквит очень ароматный и очень влажный получается. То есть его пропитывать с такими сливочными, йогуртовыми кремами абсолютно не нужно. Как только я могу дотрагиваться до формы, форма еще очень теплая, но как только я могу до нее дотронуться, я сразу же вырезаю бисквит из формы. И это важно сделать, чтобы не отсыревали бока, и потом они будут просто деформироваться. Убираю всю фольгу с него. Вы также можете выпекать его в обычной разъемной форме с дном. Здесь никакой разницы нет. И вот такой бисквит еще очень теплый у меня получился. То есть шапочка практически вся уже ушла. И я убрала бисквит в холодильник примерно на 3 часа. Прошло у меня 3 часа. Он у меня стоял там в пакете для пищевых продуктов, потому что бисквит большой, в пищевую пленку заворачивать очень неудобно. И нарезаю по обыкновению кондитерской струной. Вы же также можете нарезать ножом, ниткой, чем вам удобно. И смотрите, какой идеальный корж у нас получается. И это взбивалось ручным миксером, маломощным. Вы также можете взбивать этот бисквит, естественно, и в планетарном миксере. И тогда уже можно не разделять желтки и белки. Аромат необыкновенный у бисквита. Здесь я уже второй разрезала корж. Я вам хочу показать, какой эластичный получается корж. Вот я его беру в руки, то есть он абсолютно не твердый. Он в руках вот так вот, видите, гибается очень хорошо. И очень советую его приготовить. Бисквит абсолютно несложный и порадует вас своим результатом. Здесь у меня остается вот такая шапочка. Она мне нужна будет для другого 3D торта. И вот такой третий идеально ровный корж у меня получился. С шапочкой можно просто попить чай, настолько он вкусный. И вот такие 3 идеально ровных коржа в итоге у меня получились. То, что мне и нужно. С этими коржами в последующих видео я буду собирать торт-книга и украшать. Сборку я не буду показывать, потому что у меня там уже есть сборка торта-книга на канале, но украшения я покажу от этого торта. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.